Всем привет! Этот прибор на нашем канале набрал очень хорошее количество просмотров, а теперь такую же красоту представляет бренд Unitrend. Почти похожие по размеру приборы и примерно одинаковое построение матрицы жидкокристаллического дисплея, но самое хорошее в этих приборах то, что они могут большинство режимов измерения подбирать в автоматическом порядке, и это в первую очередь плюс для начинающих пользователей. И в этом видеоролике максимально подробно все разберем, так что всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Это начальная серия, и комплектация поставки такая скромная упаковка. В первом случае комплектуются модели 121 серии А или Б, и несмотря на начальный класс, более продвинутая модель UT122. В комплект поставки входит фирменная сумка для удобства хранения и транспортировки. И как можем видеть, сделано все достаточно качественно и на вид сделано из достаточно долговечного материала. В комплектацию входит руководство пользователя, пока что на китайском языке, в котором, думаю, можно попробовать разобраться и в основных технических параметрах, в котором отражается и разрешение, точность, допуски и так далее. И такое руководство, так сказать, одна для двух моделей. Далее идут достаточно неплохого качества шупы. Аналогичные шупы могли видеть и модели UT33, начальная серия. Ток коммутации максимум до 10 ампер, хотя конкретно эти приборы не предназначены для измерения тока, и длина таких проводов чуть более 1 метра. Прибор довольно крупного размера, особенно внушительных размеров это дисплей, и если даже сравнивать с популярной моделью 61 серии, то, как можем видеть, почти в 2 раза больше. На этом приборе из органа управления всего 4 кнопки, кнопки мягкие и без явного отклика при нажатии. Качество изготовления здесь похоже и на другие продукты от данного бренда, и по количеству функций данная модель, видим, имеет очень скромный набор параметры напряжения и сопротивления. Снизу расположение гнезда шупов. В приборе есть и функция фонарика, но и встроенный датчик NCV. Функциональные возможности сравним чуть далее в ролике. Теперь смотрим комплектацию этого прибора. Точно такая же сумка с таким же отличным качеством изготовления. Здесь уже комплектация поинтереснее. Руководство пользователя тоже, к сожалению, только на китайском языке. И здесь тоже можем видеть все основные технические параметры. Шупы здесь все то же самое, как и в других приборах начальной серии данного бренда, но при этом достаточно эластичные провода, хотя навряд ли это может быть силикон, но достаточно мягкие. Далее идет провод термопара для снятия показания температуры. Есть вот такой спай на конце, и длина такого провода можете видеть у себя на экране. Для зарядки прибора комплектуется вот таким USB проводом стандарта USB Type-C, и длина такого провода составляет чуть более 60 сантиметров. А внутри сумки имеются вот такие карманы. И прибор здесь в таком интересном форм-факторе. Сперва даже не сразу можно догадаться, что это мультиметр. И несмотря на довольно маркий внешний вид, который достаточно легко испачкать, и красота и внешний вид, если раньше как-то можно было обходиться классическим внешним видом, то теперь конкуренция создает более высокие требования, и алгоритм оценки, который создает потребитель, заставляет производителя в лучшей степени удовлетворять потребности по функционалу и потребности в более высокой эргономике и лучшему внешнему виду. Сверху расположены две функциональные кнопки, сбоку также имеются две кнопки.
конкретно в этой модели предусмотрено и чехол для защиты, а так качество изготовления, в том числе и качество материала, все достаточно на высоком уровне, как и остальные приборы данного бренда. Если же сравнивать приборы, то можно сразу разделить первый вариант как более функциональный и для более продвинутых пользователей. Второй же прибор в соответствии с классом безопасности в большей степени подойдет для электрика, чем для работы с радиоэлектроникой. Первое включение прибора, для этого удерживаем нажатой кнопку, загорается вот такой цветной дисплей, и прибор сразу переходит в автоматический подбор режимов измерения. Здесь отличные углы обзора и практически под прямой угол, и по вертикали также видим все отлично, за исключением короткого промежутка перехода контраста, присущий для большинства существующих монохромных жидкокристаллических дисплеев. Внизу отражается температура внешней окружающей среды со встроенного термодатчика, и на самом верху значок в виде таймера. Это функция автоматического отключения прибора при бездействии. Если в течение 10-15 минут не принять никаких действий, то прибор создает предупреждающий сигнал. Если снова ничего не нажимать, то прибор переходит в автоматическое отключение и тем самым сохраняет заряд элементов питания. Но данную функцию при желании можно отключить. Для этого удерживаем нажатой данную кнопку и включаем прибор. И как видим, с дисплея теряется данный значок, и теперь прибор не будет отключаться и работает бесконечно долго, вплоть до опустошения элементов питания или встроенного аккумулятора, как конкретно в данном приборе. На втором устройстве уже располагается нормальный отсек для элементов питания стандарта 3А 1,5 вольт, и для долговечности отсека видим бронзовую резьбовую вставку. Отдельная независимая кнопка включения-выключения. Вообще про такую кнопку, особенно на такого рода приборах, это вообще самое лучшее решение, поскольку каждый раз щелкать селектором на включение прибора — это в первую очередь более долговечный срок службы устройства. Здесь тоже можем наблюдать отличный угол обзора, все точно так же, как и на первом приборе. Здесь значок таймера и данная функция автоматического отключения, который также можем отключить. Для этого сперва удерживаем нажатой данную кнопку NCV и включаем прибор. Как видим, пропадает значок, и прибор точно так же не будет уже автоматически отключаться. Короткое нажатие данной кнопки позволяет включать подсветку дисплея. Подсветка достаточно равномерная, хотя сбоку можем наблюдать три более яркие источники света. Подсветка горит всего 1-2 минуты, а если же включать подсветку, удерживая нажатой кнопку, то уже подсветка не отключается и работает до автоматического отключения прибора, либо до самостоятельного отключения данной функции. Далее этой кнопкой включаем функцию NCV. Данная функция отлично работает, распознает дистанционное электромагнитное поле, и в зависимости от степени излучения меняется интенсивность светозвукового оповещения. Далее этой же кнопкой переключаемся в режим Live, то есть функция возможность обнаружения фазы с помощью одного шупа, и как можем убедиться, прибор прекрасно распознает, где фазный, где нулевой провод. А чтобы выйти из данного режима, удерживаем нажатой данную кнопку, и прибор возвращается в первоначальный автоматический подбор режимов измерения. Быстрой реакции прозвонки тут не следует ожидать, как и в большинстве аналогичных приборов, но если достаточно удерживать замыкание, то видим, происходит
срабатывание функции режима прозвонки. А если потребуется измерение сопротивления, то прибор снова в автоматическом подборе. Самостоятельно вычисляет нагрузку, которая прикладывается на шипы. И более-менее стабильное измерение начинается уже с 1 Ома. 5 Ом есть точный показатель сопротивления, а более высокое сопротивление 84 Ома уже перестает дублировать звуком. И еще более высокие показатели сопротивления уже измеряются гораздо быстрее. Измерение 100 килоом есть. 1 мегаом отлично, а вот 24 мегаома ждем результат. Но, к сожалению, нет измерения. Измерение высоковольтного переменного напряжения бытовой сети. Результат не оставляет долго ждать, и видим сразу два показания измерения, снизу из которых отображается частота колебания амплитуды. Помимо этих параметров и индикатора есть еще предупреждающий знак опасного высокого напряжения, и дальше прибор после измерения снова возвращается в автоматический подбор режимов. Снова сохраняется автоматический режим, подключается на этот раз постоянное напряжение. Прибор пока все еще распознает как прозвонка. И теперь смотрим, какое минимальное постоянное напряжение прибор способен улавливать. 1 милливольт измерение отсутствует. Следующие милливольты тоже попытка измерения, отображается измерение сопротивления. Перебегаем рубеж половины вольта, и прибор, смотрим, переходит в режим overload, то есть перегрузка. И это скорее перегрузка по значению сопротивления в данном режиме, но видим, напряжение растет на входе, а прибор все еще держит защиту, и только при превышении порога в 900 милливольт прибор подстраивается на режим измерения постоянного напряжения, ну и показывает достаточно точный результат показания измерения. С такими показателями это снова не для радиоэлектроники, а в большей степени полезный инструмент в руках электрика. А с увеличением напряжения тут видим, набегает совсем еле заметная погрешность в 4-5 милливольта, а на 5 вольт уже видим разницу чуть более 10 милливольт. С помощью данной кнопки можем зафиксировать показания измерения. На дисплее появляется значок Hold, и таким образом получается производить удержание показания измерения. Проверяем также работу, возможность извлечения истинного среднеквадратичного значения. Нормальная фиксация уже на частоте 10 Гц. Если делать значение частоты вдвое ниже, то показатель извлечения формы сигнала начинает меняться, падает напряжение. Но при этом, как видим, не перестает показывать точные показания колебания частоты. И даже 1 Гц отличное измерение, а вот с нормальной бытовой частотой 50 Гц видим отличное извлечение показания, как на высокоточном осциллографе Rigol. Увеличиваем частоту 100 Гц, есть измерение, пробуем частоту в 1 кГц. Тоже есть измерение, и максимально возможный порог измерения видим, есть 6 кГц. И еще немного 6,5 кГц, и видим примерный порог фиксации колебания амплитуды. И теперь с частотой в 1 кГц пробуем разные формы сигнала. Как можем наблюдать, очень быстрая фиксация показания измерения.
целом такие возможности прибора. Еще пишите в комментариях, как вам такое устройство. И на мой взгляд, несмотря на то, что автоматические приборы пока все еще остаются не такими быстрыми, как ручной порядок набора режимов, и учитывая ресурс селектора, срок службы, так скажем, переключателя и кнопочные варианты приборов, в будущем, возможно, полностью смогут вытеснить приборы с механическим переключателем. Ваше мнение также будет полезно, пишите в комментариях. Но мне такой способ включения прибора с помощью кнопки хотелось бы видеть и в серии 61, также более старшей 171 серии. И надеюсь, что в будущем при обновлении производитель предусмотрит такое решение. Теперь рассмотрим данный прибор. Скажу сразу, что этот прибор отличается более высоким потреблением тока, который измерим далее в ролике. Режим работы прозвонки, особенно в автоматическом подборе режимов, срабатывает не так быстро, но прибор, как видим, производит различные вычисления по обнаружению типа прикладываемой нагрузки на шупы. И пробуем переменное напряжение. Есть сразу нормальное измерение двух параметров, но и здесь тоже значок, предупреждающий опасное высокое напряжение. При измерении постоянного напряжения здесь все точно так же. Поначалу режим измерения определяется как режим прозвонки. Продолжая измерять сопротивление и превышая порог 25-30 мВ, прибор уже прекращает издавать звук и переходит в другой этап распознавания режима, то есть продолжается вычисление сопротивления. При превышении порога 600 Ом, судя по всему, переходит на другой режим вычисления. Далее такое ощущение, что переходит уже через третью цепочку вычисления, и дальше продолжается все то же самое, вплоть до 900 мВ, как на предыдущем приборе. И еще немного прибор начинает распознавать постоянное напряжение. Но в отличие от предыдущего аппарата, здесь показания очень точно повторяют показания на высокоточном блоке питания Rigol. Меняем на 2 вольта, и здесь тоже видим показания точь-в-точь, то есть при увеличении напряжения не появляется погрешности в цепи измерения. И даже в напряжении 5 вольт прибор в такой ценовой категории показывает отличные результаты, как на высокоточном приборе 171 серии от данного же бренда. То есть такие же точные показания, как на приборе, который стоит 10 и более раз дороже. Пробуем теперь извлечение из синусоиды среднего значения показателя с амплитудой от пика до пика в 5 вольт и частотой в 1 кГц. Есть нормальные показания измерения. А с привычной для нас частотой переменной сети в 50 Гц, то истинные показатели среднеквадратичного значения приближаются еще к более точным показаниям. Увеличиваем частоту на 100 Гц. Похоже, незначительно меняется форма сигнала. 6 кГц смотрим. В автоматическом подборе пока что не получается измерить. А вот 4 кГц уже нормально отображает измерение. А с увеличением амплитуды от пика до пика 25 вольт, то видим, уже прибор способен измерять и более высокую частоту. И измерение все почти как на первом приборе. Теперь смотрим на разные формы сигнала при частоте в 1 кГц. Здесь точно также видим очень быстрая стабилизация показания измерения. И на некоторых сигналах прибор уходит в автоматический режим, снова пытаясь подобрать режим измерения, но при этом все довольно быстро определяется и достаточно неплохо измеряется.
разобрали основные параметры автоматического подбора режимов измерения. Теперь для опытного пользователя есть такая возможность выбрать режим измерения в ручном порядке с помощью данной кнопки, и измерение начинается с измерения постоянного напряжения. И на этот раз очень важный момент — это и 3 цифры после запятой. Ну и самое главное, здесь измеряется даже 1 милливольт. И если кому-то автоматический режим не устраивает, то в ручном порядке можно производить более точные измерения, начиная с 1 милливольта. И в ручном режиме тоже видим, точь-в-точь повторяет показания точного блока питания. Кликаем еще раз и переключаемся уже в режим измерения переменного напряжения. Частоту здесь отображает примерно до 6,5 кГц, и следующий режим — это уже NCV, и данная функция точно так же работает, как и на предыдущем приборе. То есть позволяет на дистанции обнаружить электрическое напряжение в проводе. Дальше переключаемся в режим Live. Здесь, как видим, нет фазы. А здесь прибор, как видим, отлично распознает. В общем, данная функция также отлично реализована. Далее переключаемся уже в такой отдельный режим измерения частоты. Ну и снизу отображение процентного соотношения, то есть возможность отображения скважности. И теперь смотрим, главное в этом режиме: уже частота превышает возможные пороги измерения в предыдущих режимах. И это тоже снова не предел. Смотрим 20 кГц, 30, 40, 50, 60. И уже 100, 200, 300 кГц. Один МГц отличное измерение. Это еще не все. 10 МГц отличный показатель для такого прибора. Ну и примерный потолок 10 МГц. Теперь смотрим отличную реализацию и измерение температуры. Здесь уже одновременно измеряется сразу на 2 строки, и еще можем увидеть пример работы на кипении воды. Переключаемся еще раз, и прибор возвращается в авторежим. Но это еще не все, есть еще одна функциональная кнопка, и с помощью данной кнопки уже переключаемся в режим измерения емкости конденсаторов. Измерение нанофарад проходит отлично. Пикофарады, видим, тоже измеряется. И крайняя емкость в 10 пикофарад отображается как 30-40 пикофарад, то есть показания завышенные. Высокую емкость также видим, неплохо измеряется. И нормальное измерение видим даже емкости в 47 миллифарад. Следующий режим по очереди — это уже прозвонка. Можем наблюдать скорость отклика. И у большинства производителей сейчас шупы идут с таким покрытием, и не всегда есть хороший контакт. Но воспользуемся хорошими насадками, и, как видим, прозвонка стала работать гораздо быстрее. При достаточно быстром замыкании видим, звук превращается в одну такую целую неразрывную линию. А так очень хороший быстрый отклик. А вот на размыкание
Скорость все еще немного сохраняет остаточный шлейф, но сама функция прозвонки значительно лучше работает, чем при автоматическом режиме. Следующий режим переводим на измерение сопротивления. И здесь, как видим, уже не дублируется звуковым сигналом, что, соответственно, гораздо удобнее при измерениях. Пять Ом есть измерение. Более высокое значение сопротивления измеряется еще быстрее. 1 мегаом есть, и есть измерение 24 мегаома. Переходим в режим теста диода. На шипах видим неплохое значение напряжения, и в данном режиме видим идет дублирование звуковым сигналом. Смотрим работу и на тесте светодиода. Нормально зажигает, и есть индикация падения напряжения, поскольку на шипы поступает достаточно высокое напряжение, и с таким показателем, как видим, возможно протестировать большинство существующих светодиодов. И вот такие возможности данного прибора. В приборе есть функция фонарика, который можно запускать с помощью данной кнопки. Яркость можете увидеть у себя на экране, и это, конечно, не сравнится с хорошим фонариком, но основное предназначение прибор все-таки выполняет. В данном приборе также есть кнопка фиксации показаний измерения, и коротким нажатием с помощью функции Hold, как видим, прибор удерживает показания измерения, и на дисплее появляется вот такой значок. В данном приборе фонарик включается, удерживая нажатой кнопки Hold, и по яркости свечения эти оба прибора не сильно отличаются друг от друга. Сейчас заглянем и в начинку прибора. В глаза первым бросается большая микросхема 1621. Можно предположить, отвечает за работу жидкокристаллического дисплея, и рядом еще одна залитая микросхема. В целом чистая, аккуратная пайка, нет никаких следов канифолий, за исключением небольшого места сбоку. И в плане ремонта пригодности есть маркировка компонентной базы. Теперь заглянем и в начинку второго прибора. Здесь уже видим аккумулятор с емкостью 700 мАч с рабочим напряжением в 3,7 вольт, и рядом с ним можем видеть реле, который слышно, как переключается даже далеко за пределами прибора. Также есть маркировка компонентной базы. Микроконтроллер 1106, если не ошибаюсь, такие же контроллеры устанавливались и в модификации серии M1 от бренда Beside, ну и от других брендов. Ну и рядом более крупная микросхема, все то же самое для управления работы жидкокристаллического дисплея и остальных функций прибора. И вот такого плана светодиод. Снизу гнезда шипов. Если обратить внимание, то данная серия, возможно, имеет перспективу, и видим заложено отверстие для третьего гнезда, то есть для управления током. Так что можем ожидать появления новой модели. Проверим энергопотребление данного прибора, поскольку такой тип дисплея очень энергоемкий, и примерный ток потребления 17 мА. Это почти в 2 раза больше, чем на модели 61E+. Но в этом приборе есть отличная функция энергосбережения, и на включенном приборе удерживаем нажатой кнопки Hold, и снижается яркость свечения жидкокристаллического дисплея. Соответственно, в 2 раза падает и ток потребления. То есть уже вместо 17 мА ток потребления всего 8 мА. Хотя это тоже довольно много, но встроенный литий-ионный аккумулятор решает проблему с постоянной заменой элементов питания.
Второй прибор показывает более лучшие показания по потреблению тока, всего 3 мА, а при включении подсветки уже ток потребления более 10 мА, то тоже немало. Но опять же все из-за большого размера дисплея. На выключенном приборе смотрим, нет фонового потребления, то тоже немаловажно. Пишите, с какими приборами можно сравнить эти устройства. Также можете написать, какой прибор хотели бы увидеть в будущем на нашем канале. В целях поддержки развития канала делайте репост. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.